Привет. Невероятно, но мы опять приехали на хаус-ситинг к тем же ребятам в Вермонте, где уже были летом. Здесь начиналась наша необычная история хаус-ситинга в США. Да, тут все такое знакомое. Да, напоминаем, что хаус-ситинг – это когда хозяева животных уезжают в отпуск, а вместо них вы живете в их доме и ухаживаете за животными. Да, нам захотелось найти здесь зимой снег. Ведь большинство штатов США находятся южнее, чем Европа, и только на самых северных штатах можно застать настоящую зиму. Смотрите в этом видео, как выглядит зима в начале февраля на севере США. Чем интересен хаус-ситинг зимой с барашками и собачками. И почему это хорошая идея только если вы фанат зимы со снегом, холодом и горных лыж. А мы также побываем на горнолыжном курорте на Пайка Маунтин и пройдем по трейлу на месте старых железных дорог. Да, мы здесь очень хорошо погуляли. У ребят, к которым мы приехали, здесь огромный участок земли в долине между холмов. Дом большой, уютный, с камином и теплыми полами, поэтому мы хотели посмотреть, а как здесь зимой. Итак, здесь 6 барашков, которые требуют ухода раз в день. 2 собаки, мы их 2 раза в день выгуливаем и кормим. У них нет электронных ошейников, хотя это очень популярная тема в Америке, странно. Кстати, собака у нас почему-то заболела через неделю, и нам пришлось везти ее к ветеринару. Летом у ребят еще были курицы, но осенью дорогу в курятник проложил енот и утащил куриц одну за другой. Вот здесь местный бобер построил себе хатку и перегородил речку плотиной. Теперь лужайка перед домом периодически затапливается, а хозяин земли ничего не может с этим поделать, потому что строительство велось на земле соседа, он не может просто так прийти туда и разобрать плотину. Но вернемся к нашим баранам. После летнего опыта у нас здесь уже нет ничего сложного. Насыпаем корм барашкам. Летом еще овес давали, но он осенью подорожал, его не покупать больше. Наливаем свежей воды, загружаем все в трактор и везем в сарай к барашкам. Зимой пофигу на электричество, потому что ты весь одет. Коснуться нереально, поэтому ограду мы не отключаем. На зиму часть сарая заколотили фанерой от ветра. Холод барашкам не страшен, но в ветер им плохо. Чтобы вода в поилке не замерзла, работает обогреватель. Тепленькая, кстати. Можно руки погреть. Интересно, что фермерское хозяйство в Вермонте – это зачастую семейный бизнес, который передается из поколения в поколение. Здесь можно увидеть 5-е поколение производителей кленового сиропа или заводчиков породистых овец и баранов. А вот владельцы этих животных в прошлом успешные финансисты из окрестностей Нью-Йорк-Сити, которые бросили суету большого города и сознательно переехали сюда, и создали это хозяйство исключительно для своего удовольствия. Эти барашки, конечно, дают им шерсть, не знаю, окупается ли в итоге их содержание. Как и эти ребята, мы тоже городские жители, и для нас это сельское хозяйство скорее фан, а не то, чем хочется заниматься каждый день. Кстати, мы не берем деньги за свою работу. Для нас хаус-ситинг – просто возможность путешествовать по новым местам, бесплатно жить в хороших, комфортных домах, но заодно мы общаемся с разными животными. Идея хаус-ситинга популярна не только в США, но по всему миру. Для этого существуют специальные веб-сайты. Ссылочки дадим в описании. А мы с удивлением узнали, что, оказывается, породистые барашки – это очень дорогое удовольствие. Один барашек может стоить 10-15 тысяч долларов, как машина. Не знаем, правда, насколько породистые вот эти ребята. Для того, чтобы шерсть не намокала, она у них вся пропитана ланолином, такой природной смазкой. Это очень полезная штука, в том числе для кожи рук. Если постоянно гладить барашков, то кожа становится очень хорошей. Он такой классный, теплый и меховой. Мой любимый барашек. Да, к зиме барашки стали совсем огромными. Они отрастили массу шерсти, чтобы не замерзнуть. Вообще совсем другие были летом.
американских домах очень популярно все, что возможно, выбрасывать на компост. Здесь большая компостная куча, потому что сюда идут отходы и баранов, и также идут те остатки овощей, продуктов питания, которые мы уже сами едим. Вообще погода в Южном Вермонте была так себе. 1 или 2 недель шел снег и дождь. На улице +2, -4 Цельсия. Небо пасмурное, серое, как в средней полосе России. Местные ребята рассказывали, что так уже почти месяц здесь. Ну что, вот он, первый солнечный день. А Вермонт известен своими горнолыжными курортами. В прокате берем шлем, остальное есть. Купили дневной пас за $84. Мы на горе Пайка Маунтен. Она попроще и подешевле. Рядом есть подороже, гора Киллингтон. Мы катаемся в пятницу, и это хорошо. Нам сказали, что в выходные очереди на подъемник могут быть на полчаса, особенно на горе Киллингтон. Но посмотреть на горы с высоты можно и без горных лыж. В Америке очень популярны трейлы по лесам и горам. Рядом с Пайка можно забраться повыше по Deer Lip Trail. Более того, сейчас в этих местах осуществляется интересный проект. Хотят создать единую систему троп Vermont Hut and Trail от хижины к хижине. То есть разрозненные трейлы объединят в одну систему. Днем вы путешествуете пешком, на велосипеде или на лыжах, а на ночлег останавливаетесь в хижинах по пути. В общей сложности маршрут пройдет от границы с Канадой до границы с Массачусетсом. Он объединит 36 существующих пеших трейлов, и его общая длина будет 780 километров. Вдоль маршрута построят более 30 хижин для ночлега. Ожидается, что 36 тысяч туристов в год будут пользоваться Виламонской тропой и ее хижинами. Вообще сама себе завидую, потому что мы точно приедем пройтись по этим трейлам, когда все будет готово. В Америке очень популярны трейлы на месте бывших железных дорог. Вот мы сейчас находимся у начала узкоколеек, да, Delaware and Hudson Rail Trail. В прошлом железные дороги были основным средством транспорта для перевозки товаров и пассажиров. Но развивались автомобили и авиация, изменилась структура экономики, и в последние десятилетия часть железнодорожных маршрутов перестала быть востребованной, и они были заброшены. Однако они представляют собой идеальные коридоры для создания современных пешеходных троп. Это одна из многих. 20 миль троп для пешеходов, велосипедистов и верховой езды. Это летом. А зимой здесь отлично на лыжах, снегоступах и снегоходах. Местность здесь живописная, с видами на холмы, деревни, фермы, поля и леса. Мы ходили по таким трейлам много раз в Северной Каролине и в Массачусетсе. Мы поняли, что зимой не очень комфортно на севере США. Не зря так много американцев из холодных штатов Вермонта, Мичигана становятся snowbirds, то есть уезжают в холодный сезон жить на юг, по Флориду или Аризону, и возвращаются обратно ближе к лету. А за место себя зовут хауситеров. Мерзнуть в этих суровых условиях. Да. Единственное, кому мог бы подойти наш хаус-ситинг, это фанаты горных лыж, который бесплатно бы жил рядом с горой 2 недели и катался бы в свое удовольствие. Ну, а мы, пожалуй, освободим место любителям зимней холодной романтики, переедем южнее, поближе к теплу, о чем обязательно снимем следующее видео. Следите за нашим каналом. Да, поставьте лайк и подписывайтесь. Пока.